Дорогие друзья, это моя вторая попытка испечь шведский ночной хлеб. Посмотрите, какой классный он получился. Полный семечек и изюма. Обалденный аромат. Самое то, что необходимо для завтрака. Ну или просто так, с кофейком. Всем привет, дорогие друзья! Я уже когда-то готовила такой хлеб, называется он шведский ночной хлеб. Делала все по рецепту, и хлеб получился неудачным. Не прошло и 3 лет, как я решила приготовить этот хлеб еще раз с небольшими изменениями. Рецепт очень простой. Все продукты нужно смешать и поставить тесто в холодильник. Завтра будем печь. Вот здесь я уже просеяла муку. Рецепт, как всегда, оставлю вам под видео. И теперь смешаю все ингредиенты. Сначала все сухие. Семена, изюм, льняные семечки. Замешивать тесто можно как вручную, так и в миксере. Но у меня есть миксер, почему бы его не использовать. Наливаю сюда воду и растительное масло. Осталось только перемешать. Количество воды я добавила по минимуму, но вижу, что тесто получается сухое, поэтому добавляю оставшиеся 50 мл, которые были указаны в рецепте. В прошлый раз рецепт у меня не удался, хлеб был очень плотным и невкусным, плохо поднялся, поэтому сейчас я добавлю еще 1 столовую ложечку воды. Это уже от себя. Вот и все, друзья. Форму я слегка смазала маслом. И теперь переложу туда тесто. Хорошенечко хлеб приминаю. Так, чтобы он был однородным. То есть тесто однородно уложилось. Как видите, он не прилипает. Отлично. Ну вот, друзья, я выровняла тесто. Забыла включить камеру. Я его просто присыпала сверху вот слегка рисовой мукой, чтобы оно не прилипло к пленке. Рисовая мука не впитывается в тесто. Мы ее потом просто стряхнем, и все. Ну, тесто у нас не прилипнет. Закрываем пленочкой и встречаемся завтра. Всем пока. Тесто идет в холодильник. Ну вот, друзья, я достала хлеб из холодильника. Смотрите, как он хорошо поднялся. Я ему дам постоять при комнатной температуре, может быть, полчасика, чтобы он слегка нагрелся. Ну вот, друзья, прошел уже час. Хлеб еще холодный, но он еще поднимается. Я сейчас поставлю его в такую теплую духовку и дам ему еще слегка прогреться. И потом буду выпекать при 180 градусах примерно 50 минут. Смотрите, какая красота. Совсем, конечно, другой хлеб, чем в первый раз. Получился намного. Даже вот сейчас по виду уже все намного идет лучше. Ой. 2 секунды. Как остынет, будем пробовать. Ну что, дорогие друзья, хлеб у меня остыл полностью. И давайте мы его порежем. Посмотрим, какой он на разрезе. И вот посмотрите, какая красота у меня получилась. Вот такой мякиш, полный изюма, семечек, очень нежный, не липкий.
Вот, посмотрите. В эту сторону вам покажу. Вот, видите? Отличный. Ну, не знаю, видно ли вам. Посмотрите, какой он пористый. Это, конечно, совершенно другой хлеб, чем тот, который я пекла по этому же рецепту 3 года назад. Вот, посмотрите. Ну, вот это действительно шикарный хлеб. Единственная разница с первым рецептом, это то, что в первый раз я делала все, как и было написано в рецепте. То есть я вынула тесто из холодильника и сразу поставила его в духовку. В этот раз я дала тесту постоять при комнатной температуре примерно, наверное, час, чуть, может быть, больше, час 10 или час 15, но дала тесту немножко подойти при комнатной температуре. И еще я добавила чуть-чуть больше воды, чтобы тесто получилось немножко более рыхлым. Ссылочка на первое видео появится на экране в конце, в самом конце вот этого видео. Ну что, хлеб удачный, хлеб очень ароматный, выглядит шикарно, как видите, много семечек, изюма. В общем, суперский хлеб для завтрака, намазать маслом, вареньем. Ох, прям прелесть. Всем пока!